Здравствуй, дорогой зритель, рад приветствовать тебя на канале Гримера, и сегодня у нас на повестке дня Loop Hero. Собственно, значит, игра великолепнейший рогалик, где, ну, в общем, ты все узнаешь по ходу. Мы с тобой будем познавать это вместе, потому что я сам толком ни хера не знаю, но буду делать умный вид, как будто что-то знаю. Вот. Это во-первых. Во-вторых, разработчик, значит, на фоне недавней ситуации заявил, что они не против того, что люди будут пиратить их игру. Разработчик из России и Devolver Digital, собственно, издатель, поддержали их идею. Ну, собственно, потому что, как бы, игру-то не купить. Ну, можно купить, можно, конечно, безусловно, можно. Но по этому поводу я высказал свое мнение в ролике, который вышел вчера. Получается, что вчера для тебя, вчера для меня он был записан вот буквально пару минут назад. Интеграция, разлом четвертой стены только что случился. Вот. И, в общем, по этому поводу послушай мое мнение там. А мы с тобой начинаем. Мы с тобой... Что за выбор ячейки? Начать. Ну, выбрали ячейку. Давай тут и начнем. Я так понимаю, это ячейка сохранения. Она бы создалась автоматически. А на небе гаснут звезды одна за одной. Но никто не способен заметить это. Никто не способен предотвратить. Я спешу к месту последнего шанса. Нужно успеть, прежде чем станет слишком поздно. Звуки агонии утихают быстро. Мир будет уничтожен. Даже память о нем будет стерта вот этим вот гнидой. И пускай вернуть все совершенно невозможно. Найдется тот, кто захочет совершить невозможное. И это будем мы с тобой будем это, да. А вместе, без пространства, без времени, без воспоминаний. Где я? Ничего не видно, кроме этой тропинки. Голова раскалывается. Помню только скелет с посохом в небе. Эта тьма исходила от него. Он уничтожил все вокруг. Ну, судя по всему, это падла все и сломала. Стоя на одном месте, многого не добьешься. Чтобы переключаться между режимами путешествия, передвижения по карте и планирования, остановиться. Нажмите на переключатель правую кнопку мыши или пробел. Продолжите путь, переключив режим игры. Ну, получается, идем. Надеюсь, ночь не застанет меня в пути. Хотя о какой ночи может идти речь, если даже неба нет? Ни хера нет, братец. Вообще, мы в пустоте. Хотя там на фоне что-то есть, какие-то звезды. Обратите внимание на индикатор дня вверху. В конце дня, как правило, появляются новые противники. Продолжите путь, переключив режим игры, пробел ПКМ. Переключатель режимов. Ну, давай. Поехали. Буду кликать мышкой, чтобы тебе не так паскудно было слышать звуки моей клавиатуры. Я ее очень люблю, но она громкая, аж просто как тварь. Живой ком слизи. Никакого спаса от них нет. Переворачивают. Переваривают. Да, ошибся. Что с кем-нибудь? Все совершают ошибки. Все, что могут. Эй, я смог вспомнить это существо. Возможно, мне просто нужно освежить память, и все придет в норму. Да. Как стрёмно, что вот наше первое воспоминание — это слизень. И первое, что мы восстановим в этом мире, собственно, чем мы с тобой будем заниматься, это восстанавливать все. Все восстанавливать время, бытие существующих существ, бывших, бывалых, вот это вот, всех вот этих вот, да, мир, все. В общем, поехали. Путешествия боя и большинство других действий осуществляются автоматически. Игрок не влияет на эти события напрямую. Ладно.
А я, может быть... Не, ну, учитывая то, что это какой-то рогалик, значит, нужно как бы прокачивать персонажа будет, чтобы, собственно, двигаться вперед, вперед и еще раз вперед. Драться голыми руками не так просто. Кажется, в остатках этой твари есть недоеденное оружие. Давай экипируем. У вас есть инвентарь и ячейка для предмета. Вы знаете, что делать. Экипируйте предмет, чтобы продолжить. Давай, топором. Топором будет все как-то сподручнее. Хотя рубить слизней топором, по-моему, бред полный. Ну, типа, спишем все на условности игры. Да. Кажется, я начинаю припоминать, что неподалеку должна быть роща. Это вообще мои воспоминания или этого слизня? Вопрос. Вот это вот, собственно, вопрос. С помощью выпадающих из противников карт вы можете дополнять игровое пространство различными объектами. Для этого и нужен режим планирования. Перетащите карту на подходящее место, чтобы вспомнить местность. Давай, роща, лес, смотри. Уже нам хоть будет чем дышать, потому что, возможно, как бы и кислорода-то нету, а с рощей будет. Хорошо, продолжайте путь. Продолжаем путь. Поехали. Идем, пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам. А петух — это кот, но петух. И, по-моему, крыса мы убили, конечно, лесного крысоволка. Я был прав. Немного личных переживаний, ярких образов и острых ощущений, и все забудется, как страшный сон. То есть вспомнится, как да, блин. Хорошо, что этого никто не слышал. Я слышал. Все мы слышали, брат, не переживай. Мы с тобой, все мы порой как бы ловим тупники лютые, да. В сражениях вы получаете новые предметы, а также новые карты. Думаю, вы это уже усвоили. Некоторые предметы обладают уникальными свойствами, как и большинство карт. Наведя курсор на предмет или карту, вы всегда можете изучить их как следует. Экипируйте новое оружие, а также разместите новые карты на игровом поле, чтобы продолжить. Давай, экипируем новое оружие. А старое забылось, исчезло, забылось, улетело в пропасть. Лес. Подожди, слушай, а есть у леса? Вот, густой лес. Кто знает, кто или что там водится, заставляет вас немного нервничать. +1 к скорости атаки героя. Процентики. Ну, давай в центре лес как бы построим. Что это там? Камень? Что это? Стабильная древесина. Кусок полена, умудрившийся сохранить свою структурную целостность в условиях всеобщего хаоса. А он-то молодец. Так, ну камень поставим. Ее величественный вид придает сил. Это скала, скала. +2 к здоровью, еще +2 за каждую гору или скалу по соседству. Ну тогда давай горный массив, да, ну располагать где-то, где, допустим, давай сюда поставим. Отлично, там была гора, тут лес. Мир почти как новенький. Немного камня, веток в моем рюкзаке. Прямое тому подтверждение. Да, у нас теперь есть уцелевший камень. Видимо, проклятие Лича его не тронуло, поэтому он подходит для строительства в условиях всеобщей аморфности. Слушай, а Лич сам себя как бы не удалил? Вот во всех этих приколах? Или просто мы его все настолько, так сказать, ему надоели, что он такой, сука, всех стереть к херам, много шумите. Ладно. Много шуметь, это, собственно, конечно, плохо. Так, параметры героя, максимальное здоровье +2, вон там появились, ты, надеюсь, их видишь. Вот тут повожу мышкой, чтобы ты понял, что они у нас есть. И они повысились за счет того, что мы с тобой только что тут настроили. Да. За некоторые свои действия вы получаете ресурсы, которые пригодятся вам в дальнейшем, не прямо сейчас. Но это не помешает вам взглянуть на них и узнать их количество. Я уже, да. Продолжайте путь, переключив режим игры. Поехали. Продолжаем путь. Знаешь, за что я всегда обожал чудесного издателя Devolver Digital? Расскажу после того, как мы прочитаем мысли нашего героя.
Будет не лишним немного отдохнуть. Я тоже так думаю, что будет не лишним. Игра состоит из хождения по зацикленному пути. Только вам решать, когда герой должен вернуться в лагерь. Вам, либо клыкам и когтям ваших врагов. Отступить в лагерь можно почти всегда. Но специальная анимация даст знать, когда это сделать безопаснее всего. Ага, вот это вот все. Отступите в лагерь, нажав на кнопку. Отступаем в лагерь. Вы решили вернуться в уютный лагерь. По доброй воле и на своих двоих. А лагерь совсем близко. Как же вовремя вас посетила эта мысль? При побеге вы забираете все добытые ресурсы. Ну, все, остаться, давай, остаемся. Да. Отступить. Ладно, все, отступили в лагерь. Да, здесь темно и холодно, небольшой костер исправит обе эти проблемы. Так вот, зачем нам поленья и камни, собственно, да. Удобное место, чтобы разбить лагерь. Тут вам пригодятся ресурсы, добытые в походах. Надо же, у вас хватает древесины и камней, чтобы разжечь костер. Вот так совпадение. Разожгите костер, используя строительство в лагере. Это обыкновенный костер, теплый и уютный. Монстры к нему не подходят, так что тут всегда можно немного отдохнуть от приключений. По совместительству центр лагеря и отправная точка вашего путешествия. При попадании на клетку с костром герой лечится на 20% от максимального здоровья. Ну, получается, что строим. А как строить? Строй. Выбрать место. Удобное место, чтобы разбить лагерь. Тут вам пригодятся ресурсы. Да. Все. Ладно, поздравляем, вы победили. Это назойливое обучение. Отправляйтесь в свою первую экспедицию или не отправляйтесь, как хотите. Так вот, собственно, за что я люблю Devolver Digital. Давай отправимся в экспедицию. За то, что эти ребята всегда издают какие-то очень душевные, самобытные игры. Вспомни Hotline Miami. Если не помнишь, узнай о Hotline Miami, потому что игра божественная и великолепная. Просто зайди, погугли издателя Devolver Digital. Там игры такие, что просто хочется вот так вот лечь, обмазаться их играми, потому что в них всегда есть душа. Так и в этой игре. Очень приятная музыка. Кто лес украл, суки? Лес и скалу. Да. Это дорога. Все не так, как я же помню. Да, я тоже. Будто совсем другое место и снова совершенно пустое. Есть ли смысл в том, что я делаю? Ну, возможно, и есть, потому что, скорее всего, то-то место осталось. Может, этот лагерь какой-нибудь межпространственная херобора. Как будто у меня есть выбор. Если ради спасения мира нужно сдаться и ныть, то я худший спаситель из всех возможных. За дело. Да, мы не из этих. Мы тут слизни идем лупить. А топор-то забрали. А ну отдай мне что-нибудь. Меч. Какой меч. Экипируем меч. Гора, подожди. Пробел. Ну, ладно. 5 здоровья за каждую гору или скалу по соседству. Давай в центре нахерачим горный массив. Как будто тогда эта дорожка будет иметь смысл. Мы как бы ходим вокруг горного массива. Как тебе? Хотя, возможно, этот бонус дается как бы вот в такому принципу. Поэтому давай ее сюда поставим. Пока что пусть тут стоит. Что это такое? Уцелевшая щебенка. Кусочки камней, запомнившие, как выглядит старый мир. Взяв их в руку, можно смутно его припомнить. На секунду-другую. 10 кусочков щебенки складываются в один сохранившийся камень. Окей, все, знаем. Теперь знаем. Теперь мы с тобой умные, прошаренные ребята. Давай, получай, проклятый слизняк. Лук. Земляной массив, покрытый травяным ковром. Ничего интересного, если ты не корова. А я корова? Я не помню, может быть, я и корова. В начале каждого дня лечат на 2 здоровья. Я предлагаю, как бы, тут пусть будут альпийские луга, как бы, пусть окружают эти горы, я считаю, да? Или лучше, наверное, не стоит. Если будет выпадать много гор, мы будем просто тут строить гигантский горный массив, чтобы увеличивать здоровье.
А тут как бы нету никаких бонусов за соседство, поэтому пусть стоит здесь. А что мы получили? Мы получили паёк. Небольшое количество еды. Когда не подозрительно, ей можно на самом деле наесться. Теперь это редкость. 12 пайков складываются в целый продуктовый запас. Не знаю, что такое продуктовый запас, но я думаю, что мы с тобой разберемся. Ага, новый день, новые приколы, все враги вокруг воскресли. Давай убьем заодно вот этого вот парня. И тогда мы с тобой что? И поставим на паузу, потому что у нас много нового лута. Гладиус, а у нас тут меч. А Гладиус наносит больше урона, поэтому мы берем его, забываем о том, что такое меч. Броня, максимальное здоровье 92. Опа-на, все, плюс 92. Максимальное здоровье увеличили мы с тобой. А что тут есть? Кладбище, место с мертвыми и изредка живыми. Раз в 3 дня создает скелета. Ну, я что думаю? Да, что стоит как бы ставить себе вот эти вот штуки на пути. Пусть создает скелета. Скелеты — это лут, это новые карты, это прокачка нашего мира, окружающего нас. Правильно, правильно. Роща. Шелест листвы, треск сухих веток и несколько пристальных взглядов в спину. Раз в 2 дня создает крысоволк. А крысоволк может убежать на соседнюю клетку. В таком случае я бы, наверное, хотел бы, да, для аутентичности поставить как бы рощу вот сюда, вот перед кладбищем. Но не хочу я драться одновременно с крысоволком и скелетом. Поэтому пусть роща будет на уголке, вот как бы так вот, да. Скала плюс 2 здоровья. А тут горный массив, наверное, пусть вот тут где-нибудь будет скальный массив. И еще щебеночки нам дали, щебеночка, да. Собственно, скелета показывай сюда, давай сюда скелета. А не дали скелета, дали щебеночку. Крысоволк тоже не дали, дали... Что это такое? Стабильный хворост, веточки, память о которых, на удивление, стоять, на удивление не утрачивается сама собой. 12 веточек складываются в брусок стабильной древесины. Окей, маяк. Бесполезный ориентир в мире без маршрутов. 40% скорости перемещения в зоне действия, плюс 20% скорости атаки всех существ. Маяк. Ля какая цаца. Сука, вот тут, если бы я не вхерачил лук, был... Ну, кто знал? Кто же знал? Так, ну, по идее, самое большое количество клеток мы охватываем вот здесь. Давай здесь его и поставим. Ведь правильно. Пусть стоит здесь и помогает нам. У нас будет быстрее, мы будем бить, быстрее ходить, быстрее вот это все. Кукареку, значит, сейчас восстановились враги. Давай вот это попинаем, да, там дойдем до лагеря. Ладно, не дойдем до лагеря. Что у нас тут? Лук. Лечит дважды в начале хода. Слушай, пусть лук будет где-нибудь вот здесь, наверное. Он нам нахрен не сдался, но лечит. Пусть лечит там. Вот сейчас сюда их воткну, а будет еще что-то типа маяка или что-то другого интересного. И будет грустно, если эти слоты будут заняты. Теперь мы знаем, что это может быть очень грустно. Скала плюс 2. Вот так вот делаем скалу. Теперь скалы дают плюс 4. Да, получается, пропустил я момент, где, наверное, там вот нужно было посмотреть, но это не важно. Так, ну, не, давай так, математика в районе 92. Тут 5, это сколько? 98 плюс 4. Я думал, она дает 2 и плюс 2. Гору или скалу. Так их можно было вместе херачить. Ну, ладно. Так, подожди. Ну, типа, 92 плюс сколько? Плюс 5, да? Это как бы 97. 97 плюс 2. 99 плюс 2. Это как бы уже 101. Откуда еще 1? Ладно, неважно. Ладно, неважно. Меч у нас есть. Кольцо уклонения 9%. Ну давай, пусть будет. Как бы 9% тоже число.
давай создадим кладбище. Я думаю, что 2 кладбища подряд звучит плохо, потому что, ну, не то, чтобы очень понятно, что от этого кладбища ждать. В зоне действия маяка построим кладбище, у нас там что-то все растет, и это хорошо, и пусть растет. Опять же, скала. Опять же, скалы строим вот так вот, получаем 1 000 000 здоровья. Так, прошли через лагерь. Я думаю, что ресурсов у нас нету, делать нам в лагере пока что толком нечего. На следующем круге мы туда зайдем. Лук еще один, вот там вот где-нибудь вхерачу. Сюда вот, пожалуйста, бабахните мне скалушку. Вот, на следующем кругу зайдем, посмотрим, что там есть. Вдруг там что-то важное есть. Давай наденем вот это дело. Чисто урон 2. Наверное, шанс уклонения лучше. Бей! Чего ждешь-то? О чем ждал? Не понял. Меч хуже, чем мой. Щит хуже, чем мой. Чисто урон. Непонятно. Чего они ждут? Чего они, собственно, ждут? Давай остановимся на секундочку. Притормозим. Регенерация в секунду. Слушай, а давай возьмем регенерацию в секунду. То кольцо мы про него как бы забыли. Наверное, вот это мы оставим в лагере. Мы остановимся и посмотрим вообще, вот что мы можем с этим сделать. Вдруг мы можем это как-то перековать. Неспроста же нам это дают. Паучий кокон. Что дает паучий кокон? Шелковый бастион 8-лапых охотников. Раз в день создает паука на соседней клетке. Так, вот тут вот мы убили, получается, до этого уродца. Ну, я предлагаю всандалить куда-нибудь вот сюда. И пусть будет. Что это такое? Поехал. Заметная перемена. Этого достаточно, чтобы превратить кокон в бабочку, семечку в росток, каплю в пар. Превратить и себя во что-то, если собрать побольше. 20 перемен складываются в целую метаморфозу. Непонятно, что есть такое метаморфоза. О, мы убили первого скелета. Получили какое-то кольцо, чисто урон 2, урон по всем, контратака, уклони. Ля, что творит? А давай его возьмем, оно выглядит явно привлекательнее, чем даже 0,6 регена в секунду, хотя это тоже неплохо. Особняк вампиров. Сквозь дырки в крышах видны голодные глаза. Да, в боях на клетках вокруг появляются вампиры. Ну давай вот... Ага... Ну, давай поставим его, типа, сюда, потому что не хочу я драться со скелетами, вот этими вот крысоволками и прочей нечистью, одновременно еще и с вампирами. Да, гора, собственно, идет сюда. Да. И вот тут будет, опа, стоять. Уцелевший камень. Ну, это вот тот вот самый, да, камень, который нам дали в прошлый раз. Точно такой же. Смотри, вампир сейчас появится у нас, получается, в бою против слизня. Назад, человек. А вампир, где ваши земли? Если вашим крестьянам нужна защита, я помогу. Нет больше ни земель, ни паствы, только сотни лет пустоты и сотни лет голода. По-моему, он хочет меня сожрать. Спасайся, пока может. Я не знаю, как долго смогу сохранять чистоту рассудка. Я тебя сам создал, сам как бы, да. Я тебя породил, я тебе и гладиус в очко запихаю. Тварюга ты такая. О каких сотнях лет ты говоришь? Твой разум легко обмануть. Но не мой голод. Он требует свое. Каждый глоток, каждая капля пойдет в уплату долга. Я слишком ослаб, но ты можешь помочь мне, и тогда я приведу в порядок этот роскошный мир. Верно, я делаю это не для себя, но для всех во благо. Поэтому будь благодарным за мои труды и просто дай выжить тебя дочисто. Нет, у меня память лучше, чем у тебя, крыса ты вампирия, поэтому ты идешь как бы... откисать. Вампиры часто владели нашими землями, хранили порядок и обеспечили процветание своим поселениям. Зайки такие. Но
это никуда не годится. Теперь эти бледные копии себя бывших, что силой, что разумом, видимо, кровь прочих существ, непригодна им в пищу. Но он не шутил про голод. Даже те создания, что находятся рядом с ним, пропитаны силой поглощать чужую жизнь. Ага, то есть слизняк-кровосос. Прекрасно. Так, пауза. Луга, давай, вот там луга будут, вот там у нас с краешку будут чуть-чуть лугов. Давай вот в этот угол луга тоже сделаем. А дорожный фонарь. Что делает дорожный фонарь? Небольшой островок света в этом мрачном мире уменьшает максимальное количество монстров на клетках вокруг. Эффект фонарей суммируется. Слушай. Я вот так вот делаю. И нивелирую вампиров. Зачем? Вот как бы хер его знает. С другой стороны, наверное, хотелось бы тут только 2 клетки, тут тоже только 2 клетки. С другой стороны, наверное, хотелось бы как-то, ну, его использовать по максимуму, поэтому поставим его сюда. Пусть освещает путь нам. Слизняк не исчез. Максимально, ну, не очень понятно пока, зачем он нужен и что он вообще делает. Блин! Хотел, ладно. Хотел зайти в лагерь зайти, но зайдем, видимо, на следующем кругу мы с тобой. Тем более, что, я думаю, на следующем кругу у нас будет, ну, плюс-минус, там целый какой-нибудь ветка, целый паёк, что-то в этом роде. Роща, что? Раз в 2 дня создает крысоволка. Роща. Давай рощу вот сюда вот воткнем. Давай куда-нибудь вот сюда воткнем, опять же, гору. Вот так вот. Максимальное здоровье уже 155. Вообще прекрасно, шикарно, великолепно. Поделимся с паучками. Хочется сплэшовую какую-нибудь штучку поиметь у себя. Опять же роща. Я думаю, рощу тут поставим. Горку тут поставим. Пускай вот тут такой горно-скальный массив. Пусть будет. 3 дня я шел вокруг, чтобы ты понимал. Потому что раз в 3 дня на кладбище появляется скелет. Какой-то я очень медленно. Чистый урон 9, регенерация в секунду. Слушай. Чистый урон 2, контрудар 6%, вклонение 8. Блин, ну это кольцо на самом деле выглядит гораздо более привлекательнее того. Давай вот поменяем их. Ну, я считаю, что как бы да. Защита 15. Ты шо ты? О-ля-ля. Тля, что происходит? Качественный контент пошел. Защита увеличивается прям. Ля, шо творю? Ты посмотри. Посмотри. Не смотри. Что это такое? Лагерь гоблинов. Подлые удары в спину слышны за милю отсюда. Слышны, да. Раз в день создает на соседней клетке гоблина. Возникает за каждые 10 гор и скал. Ух ты ж, да. Вот это ничего себе. Луг. Что-то мне теперь подсказывает, что за каждые 10, наверное, всех положительных эффектов я буду получать, ну, 1 отрицательный точно. Мари, а этот лук... О, он стал цветочным лугом? Цветы тонко чувствуют целостность мира, реагируя бурным цветением и приятным ароматом. Мамма мия. Да, что тут? Контрудар, 8% реген в секунду, 1,6. Вроде бы приятно. Кольцо. Ладно, давай оденем. Типа, чистый урон, ну, как бы и хрен с ним. А вот регена побольше, я думаю, нам не помешает. Что-то по здоровью мы, собственно, просели, а становится с каждым кругом все сложнее и сложнее жить, выживать, добра наживать. А ну-ка стоять. Так, ну, продолжаем ставить горы, высогоры, да, сюда. Что это за меч? Ля, какой меч, новый меч, да. Что, защита 6, но урон по всем, регенерация в секунду и шанс уклонения. Знать бы еще, на что влияет защита. Вот если я наведусь на защиту, мне не скажут, да, наверное, что она влияет. Она как-то сокращает урон в чистых числах, в процентах. Непонятно. Совсем.
совсем непонятно. Максимальное количество вот этих вот всех, собственно, вроде как фонарь должен сокращать, а вроде как что-то их тут много все равно. Выпало нам кладбище. Кладбище, давай еще одно. Да пусть будет где-то вот, да тут же пусть будет, рядом. 2 кладбища подряд, почему бы и нет. Броня. Слушай, а ведь проценты контрударов, наверное, складываются. Оля какое! Хочу это кольцо одеть. Ну, не хочу я вот это вот надевать, наверное. А может и хочу. Может быть, хочу. Ну, потому что там как бы просто с какими-то бонусами. Прикольно, прикольно. Давай просто поизучаем это дело. С другой стороны, так, сейчас не забываем остановиться в лагере. Чтобы посмотреть, что там в этом лагере, да к чему, да как. И мы с тобой будем молодцы. Так, вот смотри, мы зашли в лагерь, ставим паузу. Тут у нас, собственно, скала. Давай поставим скалу, чтобы... Ля какая! Ца-ца. Что мы много там всего что-то получили, но я все пропустил. Толстые стены стерегут сокровища от случайных воров и бывших владельцев. При застройке клеток вокруг дает случайный базовый ресурс. Нельзя строить рядом с чем-либо. Ага, то есть... Вот мы ее как бы ставим, а потом вокруг нужно строить что-то. Ну давай поставим ее сюда, типа, да? Пусть, и потом будем вокруг нее что-то строить. Луга, например, можем. Можем горы. Ну, горный массив у нас уже здесь, я думаю, будет. И пусть будет, да. Зайдем в лагерь. Вы решили вернуться в уютный лагерь по доброй воле и на своих двоих. Да, мы потеряем ничего. Да, потому что мы сохраним все. Так, мы пришли. Ля, тут что-то происходит. Поверить не могу. Эй, слушайте все, мальчишка смог вернуться. Мальчишка навернул уже 3 круга, слышишь? Выживший? Неужели я больше не один? Расскажите, откуда вы? Осталось ли место без тьмы? Мы не знаем, откуда мы. Или не помним. Те, кого ты видишь, небольшая горсть оставшихся от нашей группы. Наверное. Ты, блядь, можешь внятно говорить, тварюга? Что ты, расскажи, кто, откуда? Я не помню. Голову забыла там где-то, и все. Вы не уверены? Да, ты не уверена? Да, делаем вывод по бесхозному багажу и нетронутым суточным пайкам. Каждый день новые следы присутствия людей, которых, как все считают, нет, никогда не было. Видимо, мы их забыли. Забыли? Именно. Будто каждый день пропадали люди, а мы их моментально забывали. Как забывали, откуда мы родом. Забывали своих родных, себя в каком-то роде. Грустно звучит, очень, очень грустный такой животрепещущий момент. Меня зовут Йота. Все. Это то немногое, что я помню. У остальных с памятью не лучше. Сука, маразматики. Лич принес Альцгеймер. Во всем виноваты личи. Чтобы человечество жило вечно, нужно уничтожать личей. Вот мы и выяснили. Игра дала нам ответ на все вопросы мироздания и вечной жизни. Вот почему я так мало помню о себе. Все забыто. Погоди, ты сказала, смог вернуться. Значит, вы запомнили, что я отсюда уходил. И вот почему это событие для нас всех. Мы успели застать твой уход, но ты скрылся из виду раньше, чем мы приблизились. Слушай, мы больше не в силах скитаться в этой пустоте. Тут есть костер и место для спальных мешков. Неслыханная роскошь в этих потемках. Ты не против? Конечно, да, отдыхайте, ребята. Я герой, все решу. Буду благодарен, если мы объединимся. Я хочу вернуть все на свои места и даже начал вспоминать мир, каким он был раньше. Но без других людей все это не имело бы смысла. А еще без других людей слишком одиноко. Вспоминать мир. Пока не понимаю, что ты имеешь в виду. Усталость сказывается. Но мы будем рады, если ты поможешь. И будем рады помочь тебе. Спасибо. Спасибо тебе, кто бы ты ни была такая. Баба с синими веснушками. Это какая-то болезнь или что?
Ну, не помнишь, так не помнишь. Только не проси нас идти с тобой. Я не знаю, как тебе удалось вернуться, но для нас покидать группу рискованно. Я не стану просить ни о чем таком, пока я просто хочу возвращаться в место, где будут звучать голоса людей. Звучит прекрасно. Мы не шутили про помощь. Вот то немного, что пережило катастрофу и не исчезает, не забывается. Возьми, тебе это может пригодиться. Ля, ништяков накидали. Это что такое? Продуктовый запас, тут камни, стабильная древесина. Аля, статистика какая-то есть? А чё она такая? Мне кажется, или она выпуклая? Смотри вот. Типа закос под старые мониторы, круглые. Либо мне кажется. А ну-ка. Так, либо у меня беды с башкой, либо ты мне в комментариях напиши, пожалуйста, что у меня не беды с башкой, потому что мне страшно. Полевая кухня – крайне важное место в любом лагере. Если ваш нос не врет, здесь подают что-то съедобное. Плюс 10% к лечащей силе костра открывает карту «Кровавая роща». Ну, давай. Давай построим полевую кухню, собственно, вот так вот. Хочешь узнать, как отличить хорошего повара от плохого? Ты похож на мужика, который вот на локоток сыпет соль, поэтому ты уже хороший повар. Еду хорошего повара приятно кушать, а ты, сука, гений! Что? Ждал более экстравагантного ответа? Иногда все довольно просто. Ну да, брат, все очень просто. К примеру, у меня тут котел, очаг, пара ножей, ведро картофеля, 3 луковицы, немного ветчины и плов готов. Ничего особенного. Очень просто. Но дай мне пару минут, и запах наваристого рагу ухватит за ноздри каждого в этом лагере, притащит за мой обеденный стол. Сука, есть захотелось. Пидорас ты, блядь, нахуй тебя построил. Теперь кушать хочу. Хочу кушать. Как ни крути, а кушать хочу. Так, слушай, можем много всякой херни настроить. Конечно, мы можем, да, но у нас ресурсов более ни на что нету. А предметы из инвентаря нашего пропали. Карта «Кровавая роща», не знаю, что это такое. Но думаю, что мы идем в... Подожди, это что такое? Опа, это карты. Мы можем выключать. Поле битвы пахнет кровью и сталью. В начале каждого круга создается сундук на соседней клетке. Враги на клетках вокруг могут стать призраками. Окей. Забвение. Что такое забвение? Сгустки магии Ильича заставляют мир забыть о чем угодно. Стирает любые установленные карты. Стирает монстров с дороги. Ну, это как минимум любопытно, поэтому давай оставим. Звучит интересно. Все остальное мы видели. Хоть раз, да, видели, да, там казну, маяк, что-то там. Вот это что такое? Кровавая роща. Живой лес. Питается ранеными обитателями клеток вокруг него. И из их остатков может родиться что-то ужасное. Ставится рядом с лесами и у дороги. Корни пожирают врагов, у которых менее 15% здоровья. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, он может экзекьютить, а с другой стороны, как бы, призвать какую-то херобору, невиданную до этого. Звучит интересно. Так, окей. Что это такое? Мир экспедиции. Глава 1. Класс воин. Дополнительные характеристики класса. Слушай, может, потом и класс можно будет менять? Ну, поехали. Не будем. Много букв, слезинки между ними. Это не для нас. Мы с тобой пришли играть. Опять все поменялось? Не, ну окей. Типа, мы делаем заход, собираем ресурсы, потом приходим туда, и как бы потом все меняется. Но можем построить какой-то ультракрутой мир. Я надеюсь, что тот мир, который был до этого, существовал, Гладиус 3.5, меч 4.6. Ну, давай меч 4.6 поставим, во-первых. Во-вторых, в собачьем гору. Вот, я надеюсь, что тот мир, который существовал, он как бы сохранился, и не зря мы вот этой херней все занимались. Просто какая-то часть мира снова существует, снова есть. Ну, или только наш лагерь.
Поехали. Поехали дальше. Что ты нам можешь предложить, слизняк? Какое-то люто модное кольцо. Скорость атаки 4%, контр-удар, уклонение. Что? Оля, прикольно. Как только я навожу сюда мышку, типа что-то читаю, игра паузится. Да, это сервис. А, блин, гору не успел поставить. Ну ладно. Не, подожди. Вот лук в начале каждого дня лечит одно здоровье. Так, давай, собственно, горы поставим вот так вот. Давай куда-нибудь вот сюда вот впендюрим лук наш, да, пусть лечит нас, помогает дополнительным лечением. Ай, броню не надел, вот теперь надел броню. Так, стоять, скала. Давай ограждать горы скалами, получим гигаскалу, будет круто. Поле битвы. Стоит сундук на соседней клетке. Ага. Смотри, тут хочется так, чтобы как бы побольше. Враги на клетках вокруг могут стать призраками. Тут много слизней спавнилось, и они все станут призраками, с одной стороны. С другой стороны... Со слизней, наверное, будет, во-первых, падать что-то поинтереснее, да? Лут и карты. Да, а во-вторых, сундук... Ну, как бы больше клеток для сундуков. Давай поставим просто, ну, типа, что нам терять? По приколу поставим. Пусть стоит. В начале дня они, ну, могут, да, опять же, это не 100%, могут стать призраками. Опять же, то есть, как бы и не стоит ждать того... ну, он там вообще один заспавнился, слизень. Я-то думал, они всегда респавнятся в тех же местах, что и были. Так, лук, давай вот так вот. Там где-нибудь лук поставим, рощу. Пока что я не придумал какого-то принципа расположения лугов, но пусть будет так. Пусть будет так. Роща угловая. Давай сюда поставим. Волк пусть будет там, ходит. Нам-то какая разница, где он ходит. Ведь что-то мне подсказывает, что враги респавнятся в абсолютно рандомных местах. Стоять. Щит. Прекрасно. Лук. Давай по уголкам раскидаем. Веточку нашли в лесу. Молодцы. Не зря ставил рощу здесь на пути, потому что сразу нашли дополнительную веточку, собственно. Так, еще один луг. Пусть будет. Щит. Вот этот дает нам 4 защиты. Паучий кокон. Собственно, не хочу его ставить там рядом с рощей, потому что там как можно неприятных штук, да, всяких нахвататься. Да, вот где-нибудь здесь, в начале круга, чтобы, ну, как бы, никому было не обидно, а мы просто пойдем дальше, да. Плюс ко всему, кажется мне, смотри, это сундук. Я думал, это призрак, а это сундук. Друг или сундук, собственно, вот в чем вопрос. Так, остановись. Гладиусы. Окей, гладиусы, хорошо. Так, ну давай, луга, чтобы больше лечиться. Горы, чтобы создать большую гору, получить больше здоровья. Паучий кок. Давай поставим сюда. И идем дальше. А вот он и сундук. Драка с сундуком. Это, сука, мимник. Я-то думал, будет обычный сундук. Хотя вот я не знаю, может быть, попадется в будущем, да, как бы и обычный сундук. Просто в этот раз не очень повезло. Чисто урон, защита. Великолепно выглядит, великолепно звучит. Защита. Великолепно выглядит, опять же, великолепно звучит. Слушай, ну, неплохой лут. И не знаю, что тут может выпасть пока что, как бы. Впервые, вместе с тобой тут впервые. Все такое же, как у нас уже есть, и поэтому, как бы, ну, лишнего ничего не знаю, все то же, что и ты. Хотя, может быть, ты знаешь чуточку больше. Может быть, ты уже бывал, собственно, здесь где-то недалеко, в прошлом.
Вот так, я думаю, поставим. Фонарик, фонарик. Давай вот, чтобы как бы не сильно жестко было, вот сюда поставим фонарик сразу, рядом с полем битвы. И где-то по пути рощу пусть будет вот здесь. Да. Как бы с одной стороны, мы, конечно, усложняем себе игру, безусловно. Я не говорю, что это там прикольно, новые враги, но как бы усложняем игру мы со смыслом. Со смыслом того, что мы-то будем получать еще дополнительные плюшки. Больше лута, больше карт, больше полезных карт, чтобы создавать вот эти луга величественные, там горные массивы и прочее, прочее. Слушай, как бы во всем нужно видеть свои плюсы. Кольцо это явно хуже нашего. Ну, как-то не очень понятно, конечно, хуже оно сильно или нет, но пусть будем думать, что хуже. Опа, стоять. Ля, какие цацки тут. Урон по всем 2. Ну там, блин, 13 защиты. А это что? Вампиризм, дети, слушай. А может вампиризм 9%? Ну, вот вопрос 9% от здоровья или от наносимого урона тоже непонятно, потому что если от наносимого урона, то урон у нас как бы говна, и 9% от 6 это как бы, ну, вообще ничего. Да, на фоне вот этого всего гораздо выгоднее оставить щит с 13 защитами, потому что если эти 13 защиты режут как-то, ну, там, в чистых числах, либо вот хер вы тоже поймешь, опять же. Но будем надеяться, что в чистых числах. Давай поставим особняк вампиров где-то здесь. А, нет, нет, нет. Остаться. Чё рофлишь? Случайно нажал. Ну не туда, что не бывает. С кем не бывает? С тобой что, не бывает, что ли? Случайно нажал, а ты сразу бежишь. Я тут не бегу, никуда не сбегаю, не убегаю. Кстати, я вот задумался, если создать гигалук, как там гигаскалу, возможно, какие-нибудь приколы будут. Тоже как бы, опа, что-то новенькое. А, это щит тоже, да? Баклерок. Ну, вот этот баклерок уже выглядит как-то, ну, более достойно, но тот мне все равно пока что нравится больше, потому что я не очень понимаю, как все это работает. 3 паука выползло. Что творите? Скорость атаки 8%. 4, контрудар, уклонение. Ладно, пусть будет то. Колечко. Меч. Меч переоденем. Прям в бою меняем. Твои собратья дали мне новый меч. Защита 3. Слушай. Внимание, вопрос. Как только инвентарь заполнится, смогу ли я, ну, то есть, как бы новые вещи, старые, наверное, будут забываться. Но это, возможно, и хорошо. Что, сейчас и увидим. О чем мы вот это вот думаем? Думаем на эту тему, если мы сейчас это все увидим своими собственными глазами. Давай мы стопорнемся, давай мы посмотрим на броню. Чистый урон, защита 3, ну там на 100 больше здоровья, братец. Давай ее оденем. Вот так вот гора идет сюда, луга идут сюда. Поехали. О, там и сундук. Я надеюсь, что, ну, как бы, если все сундуки это мимники, то, ну, как бы, нахрен оно мне надо. Наверное. Хотя лут из них хороший падает. Не, видишь, это обычный. Ля, оно превратилось во что-то. Металлолом. Ух ты. Ой-вей. Так, защита, чистый урон, урон по всем. Давай больше урона возьмем, просто по приколу, потому что как-то, ну, вроде я не сильно терплю от этих всех штук. Вот. Ну, давай пока оставим. Я надеюсь, что в начале круга карты не уходят, потому что тогда это было бы печально. Вот... Ну, просто слушай, смотри. Если эти карты не уходят в начале хода, она у нас останется, то просто, может, мы и потом придумаем какое-нибудь прям крутое применение.
И будет прям красиво. Ну, может, мы сотрем что-нибудь лишнее. Типа, не знаю, ну, тоже логово вампиров, допустим, да? Так, давай скалы. Если я этот горный массив огражу еще большим горным массивом, давай попробуем его обнести вот так еще по кругу, короче, вдруг он станет еще больше. Это будет интересно. Защита реген в секунду. Как бы без шансов, да, а чистыми цифрами, наверное, интереснее апеллировать. Давай возьмем и сделаем так. Да, предметы, которые вот лишние, они превращаются в металлолом. Это прекрасно, это прекрасно. Ну, то есть, чтобы сделать все красиво, нужно насобирать как бы много металлолома, потому что, по-моему, у нас там металл нам нужен и много реген в секунду, уклонение, 4 по всем. Слушай, а давай вот это да. Металл тоже нужен для каких-то построек. Я так мельком увидел что-то похожее на него, но я не знал, что это такое. Гора. Давай построим гору там. Казну построим, допустим, здесь. Поехали дальше. Дальше идем дальше. Тихо, спокойно, просто продвигаемся. Защита 2, скорость атаки, контрудар, реген секунду. Блин, ну выглядит, конечно, так, как будто это круче, но что-то нет. Вот мне кажется, что нет. Всегда очень долго я шел сюда. Очень и очень долго. Так, пауза. Подожди. Давай построим наши горы вот так. Типа вот так. Кладбище. Кладбище небольшое. Куда-нибудь вот сюда вот присобачим. Опять же идем. Слушай, секунду, 2,4. Защита 3. Мне это что-то больше приличает на самом деле. Хотя, наверное, стоило после того, как мы убьем его, чтобы получить металлолом дополнительно. 16%. Я убрал кольцо на эту тему, поэтому, ну, пусть будет. Не знаю, может, что-нибудь потом с этим... Что ты такое? Что это? Стой! Ты кто такой? Откуда тут гоблины? Не помню, чтобы вас вспоминал. Мы сами себя вспомнили. Отдай все! Вздыхает. Вы совсем не понимаете, что происходит? Лучше помогите восстановить порядок в мире, а уж дальше творите, что вздумается. Гоблин грабит. Нет другого порядка в этом мире. Справедливо. Пожалуй, у меня не найдется достаточно контраргумента. Слушай, я вот сейчас понял только что, наверное, у нас с тобой... уже как бы довольно много времени, а мы с тобой тут, значит, ходим, и после этого круга мы с тобой сохранимся. Вот, что я думаю. Подожди. Есть один... Как насчет... Да, собственно, надавать тебе по роже, крыса ты гигантская. А почему я не его с первым делом луплю? Он мне меньше нравится. Допустим, я хотел его атаковать. Живое с душой. А на что влияет наличие души? Или ее отсутствие? Сейчас вот вопрос, по большей части... Странно, эти существа просочились сюда самостоятельно. Может, все не так уж паршиво, и мир сам стремится вернуть себе прежний облик. Или это значит, что некоторых паразитов даже концом света не вытеснить. Мне кажется, второе, брат. Брат, чувствую, что второе. Гоблины. Выпал с него лут, прям посмотри какой. Хороший. Давай вот его мы и наденем, собственно, эту кирасу, во-первых. А во-вторых, мы вот так сделаем. И может быть, забвение не исчезло, к слову. Может быть, стоит что-то из этого стереть. Давай, типа, дыльнем вот эти вот паучьи коконы. Пусть уйдут. Пусть их не будет. Не прельщает меня вот эта перспектива в них там вот еще драться. Пока забудем их. Нам и так хватает приколов. Гоблины тут вот всякая херобора вот это вот поразводили херни все.
Стоять. Броня. Эквивалент здоровья. У той штуки выше, реген в секунду. Зато тут есть. А там шанс контрудара. Какой у нас суммарный шанс контрудара? Всего 8%. Может лучше взять реген в секунду. Маяк. Еще один. Давай еще один маяк поставим. Ну, маяков как бы много не бывает, я так считаю. Так, у нас уже есть, в принципе, одна древесина. Один камень. А там еще, глядишь, и жители что-нибудь подкинуть, если подкинут. Хотя, может, и не подкинут. Может быть и нет. Но я верю. По крайней мере, очень сильно хочется верить в то, что как бы не придется мне наворачивать сейчас миллион кругов, чтобы построить что-то новое. Хочется какой-то вот как-то, ну не знаю даже. Так, давай вот это вот сюда. Роща. Ну, рощу где-нибудь. Где-нибудь. Давай здесь поставим. Рощу. Поехали. Слизень. На самом деле, очень непонятно, как работают луга, и просто от соседства рядом с чем-то они как бы становятся цветущими. И опять же вопрос, если я вот сейчас вот построю гигалук, станет ли он более классным? Очень много вопросов, очень мало ответов. Стоять. Кровавая роща. Слухай, братишка. Давай поставим ее сюда. Скалу. Давай попробуем завершить. Завершить, просто узнать, а что будет. Может, какая-нибудь гигаскала получится. Корный пик. Там будет какой-нибудь гигапик. Гигадикпик. Создает гарпию раз в 2 дня. Этот горный пик, к слову. Луг. Сюда. Поле. Так, особняк вампиров. Ну, давай сюда. Поле битвы. Поле битвы. Чтобы вот тут вообще была какая-то лютая срань, пусть будет там. А чё нам? Нам-то чё бояться? Летят они в рандомные точки, эти гарпии, насколько я понимаю. Так, павука одолели. Двух слизняков тоже сейчас как одолеем. Тоже сейчас одолели. О, есть возможность создать гигалук. Стоять. Так, создаем гигалук. Гигалук не стал гигалугом. Тогда давай вокруг казны ставить луга. Тут мы продолжаем пытаться построить гигаскалу. Тут не хочу. Гоблины и без того как бы малоприятные ребята. Ну давай сюда вернем. Какая разница. Да, урон. Поехали. Вампир. Ну, в этом, в радиусе особняка. С вампира, кстати, очень неплохой лут обычно вроде как падает. Посмотри, какие-то тут лютые штуки. Ля, шо-то? Шо такое? Булава. Защита 8. Урон по всем. Ну нет. Ну нет уж. Не убедил. Давай сюда поставим лес. Лес, который будет жрать лишних гоблинов. Ну, как бы ускорять нашу борьбу с ними, с одной стороны. А с другой стороны, как бы спавнить новые приколы. Я, безусловно, остерегаюсь новых приколов. Давай поставим на паузу. Вот так вот. Гора. Попробуем гигапик создать, не знаю. Нет! Что нет? Че нет-то? Чё разоралась? Хочешь собрать мир, хочет просить помощи. Наш ответ нет. Как ты... Почему нет? Мы видим далеко, видим вглубь. Вместо неба долгое время плотная пустота. Но это не мешает нам видеть. Спасение мира однобоко и прямолинейно. Каждый видит спасение мира по-своему. И вот почему никто и никогда не присоединится к тебе. Слышь ты, сука. Тогда я тебе жопу отрежу. Поняла? Хорошо. Я не до конца понимаю. Да, но поделись своим вариантом. Что такое спасти мир для тебя?
Мое потомство и мой род пусть крепчает и живет, участвует в круговороте жизни и смерти. Это и есть жизнь, это и есть мир. А если им жрать будет некого? Я убью тебя и скормлю мясо оголодавшим птенцам. Так жизнь продолжится дальше. А сколько жизни продолжит твой клинок, убивая снова и снова? Не знаю. Одну. Я вовсе не желаю твоим детям голодной смерти. Я не желаю смерти для их матери. Прошу, одумайся. Бабонька. Как бы. Пока что. Весь мир забыл об Эпсе, и фурей стоя не режут. Поэтому ты как бы подумай. Может, мирно пососуществуем. Если моя миссия, да, окончится успехом, у Гарпии будет все небо на свете и охотничьи угодья до самого горизонта. Я не могу насытить голодные рты твоими обещаниями. Прощай. Ну, политик из меня пока что не очень хороший, скажем так. Но мы к этому стремимся. Ну, херня какая-то с него выпала. О, еще 2 горы. Паршивое чувство. Исправляя одно зло, я становлюсь источником другого. Для Гарпии нет дома, кроме самых высоких гор. Но пищи там мало, и если их гора была отрезана от реальности, не представляю, как им удалось выжить. Ну, собственно, извини, конечно, подруга, но давай, дайте мне еще одну скалу, и мы проверим, может, мы сделаем им какое-нибудь Гарпие королевство. Гарпьевство. Стоять. Нет, не случилось. Казну еще одну давай поставим сюда. Здесь цветочные луга тоже пусть будут. Окей, ну теперь мы знаем это, по крайней мере. Теперь мы знаем, что это как бы... Это как бы нам и не нужно. Это херня. 10% поклонения звучит как поприятнее. Хотя, ну, не знаю. Защиты побольше. Но всего лишь на 2. А там еще и реген здоровья есть. Так, фонарик. Давай сюда поставим фонарик. Давай сюда куда-нибудь. Не, ну скалы в любом случае нужно рядом друг с другом ставить. Поэтому пусть там и стоят. Гарпии какие-то вообще ни о чемные. Ну вот реально просто, ну типа они просто есть. Получают люлей только в путь. Вампиры сильные. Но гоблины пока что самая сильная тварь, которая встречалась на моем пути. Поэтому гоблины это, наверное, то, чего бы я в принципе не хотел встречать, да, как бы вообще никогда. Вот что я думаю. Вот что я думаю по этому поводу. Слушай, у нас уже есть одно железо, кстати. Уже хорошо. А, вот он и лес, собственно. Рощу увеличиваем. А 14-22 урона как бы меньше. Но тут плюс 2 урона по всем. А, там плюс 4 урона по всем. Но 15% вампиризм. А если вот с этим щитом и... больше у нас ни хера нету вампиризм. Ну, такое. Давай не надо. Давай не надо вот это вот все тут делать. А вот это надо. Такое папе нравится. А, слушай, ну подожди, тогда слушай. Вот так вот мы делаем, и у нас 35% вампиризма. А вот это уже звучит. Чуешь, чем пахнет? Пахнет вампиризмом. Так, окей, давай, ну, натыкаем все, что у нас есть сейчас. Спросишь меня, зачем? Да просто потому, что сейчас мы пойдем в лагерь. И что они вот эта карта будут лежать? Правильно, нечем там лежать. Так. Собственно, мы заходим в лагерь, жмем вот это вот, вы потеряете ничего, поэтому мы отступаем и идем в лагерь. Еще один успех, ты смог вернуться, и мы по-прежнему помним тебя, невероятно. Ты меня запомнишь надолго, девочка. Да, приятно вернуться, но успехом это назвать трудно. Мои прошлые воспоминания о мире улетучились.
Снова пустая тропинка и тьма, насколько хватило взгляда. Это интересно. Технически ты помнишь то, о чем забыл. Можно подумать, как это использовать. Но не будем о грустном. Мы смогли привести это место в порядок. Пора двигаться дальше. А чё? Все как и было. Что ты предлагаешь? Расширять лагерь. У нас есть люди всех ремесел, от повара до алхимика, но каждому нужно свое рабочее место. Правда, строить из местных материалов не выйдет. Стоит отвести взгляд от найденной ветки или камня, и все пропадает. Боюсь, решить эту проблему по силу только тебе. То, что пережило твой поход, всегда выглядит пригодным для строительства. Это камешки и щепки. Как можно что-то из них построить? Интересно, да? Я поняла это по разведенному тобой костру. Добытое тобой заражает стабильностью себе подобное. В небольших количествах, но все же даже маленькой ветки хватит, чтобы заставить существовать дощатую стену без постоянного надзора. Ну все. Я тут Я принес стабильность. Поняла, девка. Давай что-нибудь построим. Что мы? Мы ни хера не можем построить. Мы не можем-то и ничего построить. А улучшить? Может, улучшить можем? Улучшить тоже не можем. Улучшить тоже не можем. Построить не можем, улучшить не можем. Ну, получается, что и ладно. Пока что. Подожди, 1. Вот, можно улучшить строение. Подожди. Плюс 10 к лечащей силе. А если улучшаем? Тут еще больше ресурсов нужно. Тут нужны еще какие-то гигаресы, гигаметаморфозы, не знаю. Ячейки подметы лагеря плюс 1. 8% к лечащей силе костра. Окей. Я все понял, да, в принципе, понял. А на этом, дружище, с тобой времени уже много прошло. Мы на сегодня заканчиваем. С тобой был Гример. Удачи тебе, до скорой встречи. Пока что я не договорил, пойди в комментарии, там лайки поставь, комментарии напиши, в описании под видео по ссылочкам перейди, подпишись, если не подписан на канал, обязательно ставь колокольчик, чтобы узнать о новых видео первыми. Удачи, увидимся в следующих сериях.